Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Итак, ребят, у нас сегодня, если что, рубрика импровизация. Я, если честно, не знаю, на чем буду играть, но судя по тому, что которые я вижу легендарки, я, наверное, сыграю через 5 драконов. Ну а там, соответственно, посмотрим, как будет идти игра и в целом, что будет совершенно идти, да, правильно? Поэтому присаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте подписаться на меня, на мой телеграм-канал. Ну а кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки закреплены в описании под видео и в комментариях под видео. Также хочу напомнить, что завтра будет довольно-таки необычный стрим. Давно я его не проводил. Завтра будет лобби с подписчиками. Поэтому обнял, приподнял, всех жду. И убедительная просьба, не задерживайтесь. В 6 часов вечера я начну стрим, и буквально 5-10 минут на подготовку и начнем. Ну, почему не задерживайтесь? Потому что я не хочу потом, знаете, полчаса и больше ждать того, пока соберется лобби из 8 человек. Я специально для этого в группе Телеграма сделал опрос, кто будет, плюс завтра выходной. Короче, кто хочет, всех жду. Поехали. Меня просили записать еще нефритового генерала. Вчера я почитал комментарии ваши под роликом, где я Эмбер реализовал. Вот так же самое я теперь хочу с генералом реализовать. Скидывали мне даже скриншот, как реализовывали такого генерала. Ребят, я тоже хочу. Но мне пока что-то немножко не везет. Может, в этой игре повезет, а может, не повезет в этой игре. Хрен его знает. Ну, посмотрим, как оно будет идти. Может, вообще сейчас мне Тинкер в 2 звезды придет и халявные роллы. Как вы заметили, я Кливер изначально уже взял. Для того, что если мне выпадет панда, то я, соответственно, буду в панду закидывать и буду там всякие, знаете, танцы делать с бубном, лишь бы, чтобы мне панды сыпались. Так, я вижу уже Хускара на старте. Это неприятно, к сожалению. Кстати, под одним из роликов я там говорил в начале, типа, ребят, ну... Меня там спрашивали, как вначале играть и все такое. Просто берите сильные фигуры. Ребят, ну если честно, я подразумевал это под тем, что берите там Марси, берите Хускаров, берите Резаков, Тинкеров 2 звезды. Вот такого вот я имел в виду. Антимагов, естественно. Для того, чтобы хорошо себя чувствовать. Также себя довольно-таки неплохо чувствуют это воины на старте. Ну, блин, на самом деле все так... узко, что не передать словами. Ну вот выбор без выбора, можно так сказать. Типа идут куча двоек, соответственно, берете кучу двоек. Пришел Марс в 2 звезды, мы его, соответственно, ставим, потому что сильная фигура. Пришел Тинкер. Тинкер, на самом деле, это тоже такая сильная фигура, что просто не передать словами, особенно если она в 2 звезды пришла. Ну, а там и халявные роллы можно сделать и тому подобное. Поэтому, ребят, старт всегда уникальный. Но если вы видите, вот, я сейчас вижу, что у меня слабый стол, да? Понял. Ставим лустрик. Я вижу, что у меня слабый стол, поэтому я сейчас без зазрения совести ставлю себе лустрик. Ну, нет смысла мне пытаться разменивать свою хп, пытаться как-то выигрывать. Я просто встану на лустрик, потому что у моих противников столы посерьезнее. Ну, там есть, конечно, сейчас типочки, которые тоже стали на лустрик, но меня это как бы не колышет. Я просто буду экономить свою хп. И чем, соответственно, больше людей на лустрике, ну... может быть, для меня это и минус. Ну, естественно, минус, да. Хотелось бы, конечно, побеждать. Но тоже, будут против меня приходить сильные противники. Они же мне табло будут отрывать по 10-15 хп. И по итогу я не в плюсе буду, а только в минусе. Поэтому вот, лустрик. Пофиг. Просто пофиг. Ну, по максимуму буду сидеть через лустрик. Тут я, кстати, проиграл. Отлично. Получу по минимуму. -1. Вообще шикарно получилось. На самом деле меня это немножко раздражает, то что непонятно. Типа... Ладно. Окей. Я тебя услышу. Меня раздражает то, что непонятно... Не хватит до 30 монет, придется кого-то продавать. Меня раздражает то, что иногда ты вот ставишь лустрик, да? И вот у вас одинаковые столы, все такое. Но ты почему-то раньше чувака выносишь, нежели он тебя. С чем это связано, я не знаю. Вот полностью идентичный стол, идентичная расстановка. И вот либо у меня из-за того, что скинчики есть на фигурах, именно из-за этого, не знаю, я быстрее забираю чувака и тому подобное. Либо же я хрен его знает. Если что-то в комментариях мне, там, не знаю, попробуйте объяснить, все такое. Вот. Также, ребят, по поводу доски, по поводу шахматной доски. Там несколько человек писало о том, что, типа,
звук хрень, раздражающий, бесячий, все такое. Ребят, раз в месяц я буду менять шахматную доску. Вот. Будет такой вот баланс, потому что я хочу освежить свой стол, потому что меня иногда, знаете, раздражает однотипность уже. Мне, в принципе, плевать как бы на скинчики, да, самое главное то, что происходит в игре, но иногда хочется, чтобы, знаете, ну, приятнее было стол. Вот чуть-чуть приятнее, знаете, как, ну, чтобы красивенько было. На самом деле, знаете, что я вспомнил? Меня там просили реализовать антимага. Вот сейчас сижу и думаю, блин, ну меня же просили, по-моему, антимага реализовать. И да, в действительности меня просили реализовать антимага. Все прекрасно знают, что антимаг это лютая имба. Но я хочу, наверное, показать вам... Ну, давайте... Если получится, то в этой игре я вам покажу антимага, соответственно. В чем его плюсы, минусы, как он может разрывать, как его могут разрывать. Ну и, в принципе, поговорим сейчас о нем. Смотрите. Все на самом деле просто. Антимаг это имбовая фигура, которая закрывает чуть ли не 75% сборок в игре. Вот, серьезно. Кто бы там что ни говорил, но 75% сборок в игре, он в одно лицо может спокойно их закрыть. Разработчики никак не могут его забалансить. Вообще никак. Но если вам он рано приходит, даже в одну звезду, ну не дай бог в 2 звезды он вам рано приходит, либо вашего противника, все, этот чел будет держать винстрик в 90% случаев. Если он еще и поставит хорошую сборку под него, то есть элементарно можно поставить через волшебников себе 9 эльфов и кайфовать. Ну а если он поставит себе там троллей, то это тоже будет жестко, потому что будет очень много скорости атаки, будет выжигать ману, еще и будет взрывать сверху. Но давайте так. Плюсы и минусы антимага. Плюсы. Суперсильный герой. Это герой не 4-го тира, а чуть ли не 5-го тира, потому что реально статовый, много магического сопротивления, выжигает ману, взрывает, нету отката на способности, плюс еще и сверху станет, когда взрывает. Область, соответственно, довольно-таки большая. Минусы. Он работает только против тех героев, соответственно, у которых есть мана. То есть, если у противника нету героев с маной, то, соответственно, пиши пропало. Но если есть герои с маной, то помянем. Потому что взрывать он будет, дай боже, каждому. Не дай боже, точнее, каждому. Ну, вы поняли. И вот как от такого антимага собирать, вы спросите? На самом деле, ему так много ничего не надо. Самое главное, это собрать его в конечном итоге в 3 звезды и найти посох 3-го тира. Вот. Все ключевые стадии его роста. Пик силы его начнется, когда он будет в 3 звезды с посохом 3-го тира. Дальше предметы мы берем на выживаемость, там, если надо скорость атаки, соответственно, скорость атаки. Ну, то есть, давайте так, я назову с 1 по 5 тир предметы после этого раунда, а там вы уже будете сами отталкиваться по ситуации. Скорость атаки у него очень приятная, у него базовая скорость атаки 0.9, а это, извините меня, до хрена, это очень много. Мало героев в игре имеет скорость 0.9. И мало имеет героев, ну, мало героев, которые могут как антимаг в одно лицо просто разрывать все столы. Мало. Очень мало. Наверное, даже, ну, я даже не знаю, кто может в одно лицо так прям разрывать. Так, я, кстати, ух ты. Плюс деньги. Плюс деньги сюда. Мне хаотичный договор выпал, я буду активировать хаотичный договор. Вот. И сидеть дальше на лустрике. Еще хотелось бы мне, конечно, баф людей найти, но мне, походу, баф людей сегодня не выпадет от слова совсем. Что-то у меня есть такая маленькая чуечка. Как в целом и панда мне не идет. Ладно. Сейчас активировать или не сейчас? Надо сейчас понаблюдать немножко и потом, если что, активировать хаотичный договор. Да? У моих противников, конечно, столы охренеть. Так, ребят, я, кстати, почитал ваши комментарии по поводу нежити. Мало обратной связи насчет нежити, поэтому я думаю, вам не особо интересно смотреть на нежить. Я прекрасно вас в целом понимаю, потому что нежить в текущем патче, она очень слабая. Невероятно слабая, потому что ее так жестко нерфанули. Но разработчики, они не играют в эту игру, у них есть какой-то игровой эксперт, который им там советы какие-то накидывает, и на самом деле эти советы, ну, это то же самое, что щучкой в коричневое прыгать. Ну, серьезно. Короче, вы сами это знаете прекрасно. Зачем мне повторять ту информацию, которую вы знаете, правильно? Чисто ссать вам в уши. Ну, не буду этим заниматься. Короче. Чтобы нежить заиграла, им нужно пакт мертвецов в 1-й тир опустить и повысить шанс на 10% каждого тира, чтобы 1-го тира героев перевоплощались с 100% шансом. У меня была игра,
где я не смог Энчу в 2 звезды перевоплотить 5 раундов подряд. Это просто... Мне тогда жопа разорвалась, чуть ли не знаю... Просто разделилась на несколько континентов у меня. Ой. Кстати, кто не в курсе, сейчас неважно, когда вы хаотичный договор активируете, если в первой стадии игры вы активируете, да, первая стадия это вот с 10 по 20 раунд. Если вы активируете в первой стадии хаотичный договор, то, соответственно, предмет вы получите максимального тира, только тот, который в первой стадии. То есть, если не ошибаюсь, это предмет 3-го тира максимальный. Как-то так. Имейте это в виду. На всякий случай. Они починили эту тему, чтобы не обузили хаотичные договоры, получали предметы 4-го тира и так далее. Так, вернемся все-таки к антимагу. Какие предметы на антимага надо? Начинаю с 1-го тира. Палка 1-го тира must have, даст нереально много скорости атаки. Потом хп плюс 300 тоже неплохо. Броня плюс 5 тоже неплохо. Медальон 1-го тира тоже неплохо. Ну и в принципе блинк 1-го тира тоже будет хорошо смотреться, особенно если ваш противник хитрый и на первую линию поставит героев без маны. Тогда антимаг, он весь свой импакт в нулину будет срезать. Поэтому тоже имейте это в виду, если что. То, что блинк можно использовать. Не всегда мы его берем. Берем только в исключительных случаях. Но в основном хочется его видеть. Поэтому палка, медальон, броня, хп плюс 300 и блинк. Все, что ему надо. Минус броня ему особо не надо. Меч ему тоже особо не надо. Ну, как-то так. Из 2-го тира что мы хотим? Естественно, must have это молнии 2-го тира. Это прям имба, потому что даст еще скорость атаки сверху под комбинацию с палкой 1-го тира. Он будет нереально быстро уже бить всех, да, и вот этих 2 предметов ему в принципе будет достаточно, чтобы уже разрывать нормально. Потом, ого, чел уже петуха в 3 звезды собрал. Ну только я не знаю, имеет ли смысл так рано собирать петуха в 3 звезды, как по мне лучше ставить их двоих в 2 звезды и кайфовать. Ну ладно. Потом. У антимага есть свое магическое сопротивление. Оно довольно-таки высокое, 30%, поэтому тут надо смотреть, надо или не надо вам будет предмет 2-го тира, это плащ-пальто. Надо или не надо. Вот тут надо будет реально смотреть по игре, если надо, соответственно, берем. Ну, в принципе, никогда плохо не будет. Ну, давайте. Молнии 2-го тира, бусы 2-го тира неплохо смотрятся. Талисман счетчика, который возврат урона делает. Плащ-пальто. Сейчас, извиняюсь. Можно еще, конечно, ему кулон магии засунуть. Это чтобы его тычка была магическая. То есть тупо сделать его полностью магическим героем, который будет еще и с руки навалить. И на самом деле это не особо будет ошибкой. Берете кулон магии, берете посох 3-го тира, и его встроенная тычка будет намного больше дамажить. Ну тут тоже, ну, ситуативно, надо ли оно вам или не надо, это надо смотреть. Ладно. Так, молнии, плащ-пальто, талисман счетчика, который дает броню, и бусы. Это, я считаю, то, что ему надо. Все остальное ему вообще не надо. Можно, конечно, там предметы на урон магический взять. Можно. Но не всегда это нужно. Серьезно, не всегда. Вам нужен один предмет на магический урон. Это посох 3-го тира. Все остальные предметы вам вообще не нужны. А что-то типа бафа людей мне сегодня придет? Или это такой прикольчик? А, ну, кстати, корону еще эту можно взять. Чисто ради отхила. Если рандомно упадет, там не приоритетно. Просто если рандомно. Потому что есть те же самые бусы. Так. Спасибо за баф людей. Там уже темпларку находят. Ну, я не удивлен. Если честно. Честно, я не удивлен. Ладно. Из 3-го тира что мы хотим видеть? Первоочередно посох 3-го тира. Самый имбовый предмет на него. Самый имбовый. Имбовее не будет. Все. Потом, мифриловый доспех, это чтобы себя скинуть всякие контроли. А, я же забыл, я же его буду делать под троллями, поэтому башер 1-го тира тоже неплохо будет смотреться, потому что станчики нормально будут раздавать под троллями. Так, посох 3-го тира, мифриловый доспех, чтобы скинуть себя всякие там думы, обезоружие и тому подобное. То есть, в принципе, норм. Наследие духа огня тоже must have, потому что 2 раза уничтожить антимага, это еще тот квест будет. Ну, естественно, у нас там не всякие убийцы, которые будут сносить его довольно-таки быстро.
Ну, это убийцы тоже не всегда сносят его довольно-таки быстро. Ну, это и так понятно. Очищающая сфера. Тот предмет, который клинок скидывает синергию. Тоже мастхэвный предмет. Кристалл призрака, он же гиперстон третьего тира, который дает 50% скорости атаки. Тоже неплохо будет смотреться. Аура на скорость атаки, я считаю, что это хрень полнейшая для него, потому что у него и своя скорость атаки хорошая. Поэтому предметы на скорость атаки вообще не особо ему и нужны. Ему больше на плотность нужны, знаете, такие. То есть, два предмета вы нашли. Вот этот вот палку первого тира и молнию второго тира. Этого, в принципе, ему будет достаточно. Надолго ему будет достаточно. А если под троллями его соберете, так ему вообще предметы на скорость атаки, по сути, и не нужны будут, потому что сами тролли будут до хрена давать, и нет никакого смысла вообще от предметов на скорости атаки. Шар бездны. Вот тут надо смотреть. Если против вас... О, ни хрена себе. Обалдеть, мне баф людей пришел. 23 хп, 9 банок. А ну-ка, поехали. Ну, кстати, неплохо хпшки себе восстановил. 31. 31 хп за 9 банок, это довольно-таки хорошо. Все баночки почти по 3 хп восстановили. Одна, может быть, там восстановила 4. Вот. Что еще из третьего тира можно ему засунуть? Ну, если против вас инсектоиды, ну, двойные клыки берем, потому что нормальная такая тема будет. Ну, в принципе, все. Четвертый тир. БКБ, МКБ. Можно клинок тени запихнуть, но не критично. Ну и дальше по ситуации, что вам надо. То есть БКБ, МКБ. Вот два самых важных предмета из четвертого тира. МКБ, соответственно, для того, чтобы вы никогда не промазывали. Вот. Ну, в принципе, все. А БКБ, чтобы просто защититься там от всяких контролей, дебафов, станов. Ну, вы поняли. Пятый тир. Вот тут поинтереснее. Если у вас антимаг в 2 звезды, соответственно, берем Агним. Чтобы у вас ультимейт антимага был 3-го уровня и взрывал еще довольно-таки жестко. Потом, Кираса. Неплохо будет смотреться. Даст броню, даст скорость атаки. Хоть антимаг и не такой уж и тоненький, но даст броню, даст скорость атаки и минус броню противника. Плюс ваши герои, соответственно, будут плотнее от физурона. Вот. Ну а так не критично Кираса. Самые критичные предметы, то что я считаю. Антимаг 2 звезды, значит Агоним. Если же в 3 звезды, значит вам бессмертие надо. Потом маска. Потом можно взять молнии 5-го тира. Но тоже ситуативно. Не всегда они-то и нужны, эти молнии 5-го тира. Я, кстати, сейчас после этого раунда, наверное, буду ролиться, потому что у меня хпшки маловато. И буду собирать антимага. Раскрою вам эту имбу. А, понял. Ладно, я колечко скипну. Потом, если что, найду его, если прям надо будет. Башер тебе закину. В принципе, мобов я должен сейчас спокойно забрать. У меня есть импресска. Не должно быть каких-либо проблем. Вот. Итак, 5-й тир. Бессмертие, маска, агоним, кираса, криты, молнии. Хорошо будет заходить под него. Ну, там можно и рапиру запихнуть, если вы довольно-таки жирный и много чего имеете. Так что вот. Ну, в принципе, все. Еще раз говорю, антимаг это сильный герой. Но надо знать, против кого вы его собираете. Потому что не против всех он может тащить. Особенно против тех же самых рыцарей. Если там куча рыцарей без маны, это будет такая каторга, ребят, что вы охренеете, если честно. Не рыцари неплохо так идут, если честно, еще. Ладно, я возьму... Ух ты! Ух ты! Ух ты! А что это за подарок такой-то, а? Мне нравится. Антимаг, наконец-то. Первый антимаг за 21 раунд. Добрый вечер. Ух ты. Что это за праздник живота такой-то, а? Я поставлю Свена, пусть будет. Почему нет? Не знаю, может в Свена все предметы перекинуть, в отличие от импресски. Но я хочу пока что импресску оставить, пусть она будет. О, рок войны есть. Можно, в принципе, в импресску закинуть будет. Надо просто найти маленькую импресску, для того, чтобы я мог усилиться. У меня тогда будет 3 импресски с предметами, хотя не знаю, нужно ли это будет или не нужно.
Посмотрим. Ля под заказ, еще и этот пришел, Свен. А может... Шарбезны. Ну, тут магов много на самом-то деле. Может и взять. Да, возьму. Береженого Бог бережет. А то я иногда, знаете, не беру шарбезны, когда вижу кучу магов. И потом локти кусаю, как они мне половину лица отрывают. Не знаю, мне там Свен пришел. Может, Свена попробовать? Но Свен на самом деле под 6 троллями будет прям разрывать. Может, реально попробовать Свена под 6 троллями? Это же будет та еще имба. Блин, не знаю, если честно. У меня сейчас такой лютый соблазн попробовать Свена собрать и показать вам, что может этот Свен. Чисто инвокер тащит. Может, реально попробовать Свена? Ну, идет же. 2 Свена есть, а сейчас еще один придет, можно реально попробовать будет Свена. Сейчас темпларку поставил, она у меня будет как танк и, соответственно, как керри еще сверху. На самом деле, ребят, вы можете иногда покупать темпларку чисто как танка. Имейте это в виду, у нее есть свой щит, который она активирует, и извините меня, этот щит довольно-таки долго пробивает. Я, кстати, сейчас предметы закинул в инвокера, потому что мне инвокер больше нравится, он и по дамагу лучше, пусть поживет подольше. Ну, кстати, то, что я вижу сейчас, это то, что я не зря все-таки взял шарбезны. Магов тут довольно-таки много, еще и гидов 3 звезды. Ого, больно. Ну, может она меня и снести, конечно. Или не снесет. Гасите ее! Ух, отлично, там наследия нету. Есть там призма. Все, пока. Минусы гида. Сейчас рок войны еще найду. Вообще будет прекрасно. Этот рок войны, кстати, пригодится и для инвокера. Потому что он спамнит своих форжей. И эти форжи, извини меня, нормально так выносят. Я, кстати, сейчас, если что, 10 возьму. У меня сильный стол. Но если бы не парочку таких усилений, то у меня был бы слабый стол. А так, у меня сильный стол сейчас. Я пойду в 10 и на 10 начну ролиться. Там как раз шанс выпадения фиолок 36%. Может и получится что-то сделать. Я очень хочу забрать этот вот винстрик 14 единиц, но... Что-то мне подсказывает, что я буду пальчик сосать, а не винстрик забирать. Потому что у меня еще не очень сильный стол. Кстати, чуть не забыл Хускара поменять на одного тролля. Так, это кто у нас? Это что-то типа шаман, но что-то типа не шаман. Но будет жестко, если он шаманов соберет, кстати. Будет больно. Ну-ка, инвокер, кастуй, ну что... А, ты в стане стоишь, ладно. Инвокер, давай, обезоружь. Ну куда ты обезоружь в Тинкера кинул? Ну за что ты такой? Ну ты... Ладно, Свена апаем. Ну вот какого только что хрена у меня инвокер кастанул в Тинкера свою способность? Какого хрена? Может кто-то мне объяснить? Короче, я решил. Будем делать Свена Кири. Антимага будем собирать на сдачу. Но я хочу именно показать вам Свена Кири. Раз он пришел 2 звезды, есть инвокер, погнали. Будем пробовать. Надо, конечно, сейчас будет демонов выключить и ведьмаков поставить, если я, конечно, не найду перчатку 5-го тира. Ведьмаков нужно будет 2 штуки поставить, чтобы у меня демоны работали. Так. Мом пришел, спасибо, бесполезный. Кристалл призрака берем. Вот кто-кто, но Свен это вообще такая заноза в одном месте. Его очень тяжело реализовать. В текущем патче так точно. Во-первых, у него скорость атаки дефолтная 1.6. Даже под 6 троллями вам нужны предметы на скорость атаки. Потому что он будет разгоняться 1000 лет. Из-за того, что он будет разгоняться 1000 лет, импакт этого молодого горячего снижается чуть ли не на 0. Я могу сейчас, конечно, продать импресску, продать маленькую цветку и рануть предмет. Минус броню пока что закину, потому что у меня не работают, если что, демоны. Если бы демоны работали, то я бы, соответственно, не брал бы минус броню. От нее толку бы не было, потому что чистым уроном бил бы. Сейчас посмотрим.
Может и стоит продать, все будет. О, рыцари. Ну, походу, стоит продать. Еще и безоружь прилетел. А у меня нету ничего на деф. Надо предмет 4-го тира искать. Видите, у меня просто из-за того, что Свен сейчас его безоружие стало миллиард лет, импакта было 0. Боже, почему они как-то инвокеры немного испортили? 23 хп у меня осталось, дядя. Ты че рофлишь? Мне надо БКБ искать. Активируем мастерскую, погнали искать БКБ. Вот эти вот предметы убираем, потому что у меня чистым уроном будет все равно бить. Это все хрень. Не хватает одного мне тролля. Так, ТБшку мы не собираем в 2 звезды. Ух ты. ТБшку в 2 звезды мы не собираем. Потому что ТБ это может быть лютая руина. Мы его оставляем в 1 звезду и все. Если мы соберем его в 2 звезды, есть вероятность, что он будет перевоплощаться и перевоплотит вам Свена, вашего мейн-керри. И все, и будешь ты потом локти кусать, когда он тебя перевоплотит. Поэтому ни в коем случае мы не собираем его в 2 звезды. О, Омник. О, вот это хорошо. Но мне места не хватает, видите? Мне надо уровень будет брать. Если, конечно, здесь каким-то чудом повезет, и 6-й тролль появится, это будет вообще имба. И, кстати, демонов нужно ставить, потому что у Свена ультимейт зависит от демонов. Чем, соответственно, больше демонов у вас... Ну, вот у меня сейчас вот стоит... Ну, по факту 4 демона, а не 5, как оно пишет. И я сейчас, если что, цепочку закинул в Свена, чтобы Свен ману отрегенил себе с помощью цепочки. И Омника поставил, чтобы всякие безоружия скинуть. Так вот, у Свена работает скилл от количества демонов. Там у меня по факту не 5 демонов, а 4. И самый сок в том, что скилл Свена работает на момент текущих живых демонов. То есть не те, что у вас в синергии, а вот те, которые живые. Если они умирают в течение боя, то ничего страшного после того, как он ульту заюзает. Но это страшно, если ульта была заюзана до. То есть, если у вас закончились демоны до того, как он юзнул ульту, то, соответственно, бонус к урону у вас будет поменьше. У меня сейчас 1250 урона. Но будет бонус поменьше, из-за того, что количество демонов уменьшится. Поэтому тоже имейте это в виду. Механика, конечно, интересная. Зачем они ее такую сделали, не знаю. Ну и вот, соответственно, у меня сейчас 4 демона. Я получаю надбавочку к своему ультимейту. Мне надо БКБшку. БКБшка нужна страшно. И БКБ, и МКБ. 2 предмета мне сейчас надо. Ладно, раз я собираю Свена, давайте немножко по поводу Свена расскажу. Свен — это специфичный герой. Он сильный, очень сильный. У меня даже на него внешка классная. Но это максимально специфичный герой. Ему надо дохренища, чтобы его реализовать. Какая ты мразь собираешься. Ты посмотри на него. Инсектоидов он собирает. Фу. Так вот, это специфичный герой. У него скорость 1.6 базовая. Это очень много. Это самая, наверное, долгая тычка в игре. Нет, у бревна. У бревна дольше тычка. Поэтому его надо собирать именно под троллями, я считаю. Потому что иначе его нет смысла собирать. Нет смысла собирать его под демонами, чтобы получать кучу бонуса. Его имеет смысл собирать только вот под троллями. И все. Ну, к сожалению, это так. Кстати, 2 легендаров куплю, потому что там есть реликвия, которую я могу легендарки это поменять. Вот. Опа, убираем. Я броню, наверное, оставлю. Хотя не, я вот так сделаю. Клинок тени. Прикольная тема. Тут есть парочка магов. Но есть инсектоид, против которого клинок тени хорошо зайдет. Но на самом деле мне это все не надо. Мне надо найти БКБ. БФ, кстати, излишний предмет на Свена. Свен, когда активирует свою способность, у него тоже есть массовая атака, хотя она перед... Японский бог, серьезно? Вы идите нахрен. Мне в любом случае не выпадет сейчас магическая коробка. Я уверен в этом, смотрите. 100% сейчас не выпадет магическая коробка.
Я, кстати, монетку возьму, я хочу себе хпшки восстановить. Бэмс. Все отлично. Потому что я не верю сейчас в свой стол. С такими-то предметами я точно в свой стол не верю. Худшие из худших предметов мне падают. Ой. Короче, БФ Свену не нужен. Когда Свен активирует свою ульту, то он массовым уроном бьет перед собой. Бьет перед собой, там, в радиусе 2 клеток. А БФ, он бьет в радиусе 1 клетки вокруг героя. Что, ну, БФ как бы сильнее смотрится, но он ему не нужен по факту. То есть это лишний предмет. Да, будет больше как бы забирать, но это лишний. Вот реально излишний. Ему вот надо 2 предмета из 4-го тира. Это МКБ и БФ. БФ, чтобы всякого контроля не бояться, а МКБ, чтобы всякого уклонения не бояться. Потому что, ну извините меня, у меня сейчас стоит 4 тролля, у меня есть предметы на скорость атаки, у него скорость атаки 0,7. Рофл? Ну, он, кстати, хорошо так чистит. Ну, попадай! Вот то, о чем я говорил. У него очень жестко. И вот так жестко. А мне это нравится. А мне это нравится. Наконец. 32-й раунд. Мне приходит антимаг в 2 звезды. Еще один инвокер. Берсерк. Берсерк! Сюда его берем. Так, я могу... Ля, я не могу поставить 6 троллей, потому что мне не хватает его. Ах ты ж чертовка ходячая. Что я творю? Ну, спасибо, хотя бы антимаг 2 звезды пришел. Хоть что-то меня радует. Так, ну отлично. Рыцаря я забрал. До свидания, рыцарь. Черт. Ух ты. Ладно, продам их. Смотрите, что сейчас мы будем делать. Мне надо обязательно будет найти одного тролля. Ну, спасибо, хоть БКБ мне пришло. Хоть что-то радует. Короче. Я сейчас продал волшебников. Почему? Потому что я возьму себе уровень и поставлю просто 6 троллей. И ну и дальше по усилению буду смотреть. Вот и все. Опа, палочка. Палочку мы берем. Палочка пригодится. Бэмс. 0,9 скорость атаки. И надо МКБ мне найти. Так, что по магам? Маги есть. Один вылетевший. Один... непонятный какой-то. Макс. Ну ладно. Я шарбезный скипну. У меня все-таки есть омник. Поэтому я шарбезный скипну. Что происходит с этой игрой? Я сейчас не могу понять. Зачем мне доспех экзорцизма упал? Мне самые хреновые предметы выпали. Я играю сейчас на чуть ли не самом сложном герое в игре. А мне падают такие говноедные предметы. Что за прикол? У меня вообще должна быть льгота сейчас. Какая-то жесть творится, если честно. Надо, кстати, денег накопить и взять себе 11. Потому что там я могу поставить 6 троллей будут. Ой. Жесть, они предметы падают. Хорошо, что еще инсектоид не огромный. Он большой, но не огромный. А, он будет огромным, понял. Это плохо. Это очень плохо. Он себе мать насекомое не может найти просто. О, еще один инсект там собирается. Серьезно? Ну, один не нашел мать насекомое. Это хорошо. Чем дольше он не найдет мать насекомое, тем лучше. Но у одного есть мать насекомое, ему только камень Кира найти, и все, он там уже может выставлять инсектоидов. Мерзость. Фу, мерзкий просто. 2 мерзких типа. Ну вот сидели же на нормальных сборках, сидели бы и дальше, а не на инсеках. Так, по поводу Свена. Ему скорость атаки нужна. Даже 6 троллей вы соберете. И 100% ему нужно БКБ, МКБ, бессмертие, криты. Маска ему нахрен не нужна, потому что чистым уроном будете бить. Ну и, соответственно, молнии 5-го тира. Вот это вот, я считаю, кап его предметов.
Это прям будет имбулька. Бэмс. Какая же ты мерзость. Наследие духа огня ему не особо нужно, если честно. Наследие духа огня ему, если честно, не особо нужно. Ну, потому что он переродится, скинет себе все дебафы. Ну, было бы, конечно, приятно, но... Такое. Он скинет себе все дебафы, скинет себе все. Ну, я думаю, ситуативно наследие духа огня ему надо. Короче, надо будет смотреть именно по игре, что ему за предметы нужны и тому подобное. Потому что вот так вот отказываться от наследия духа огня, это может быть плачевно. Ну, короче. На самом деле, очень сложный герой. Ладно, берем талант на уровень все-таки. Я сначала подумал, может, талант на яйца взять, а потом подумал, что это хрень. Так. Ну, я башер скипну. Надо бессмертие найти. Ну, хотя бы бессмертие мне пришло с первого раза. Спасибо на этом. Можно было бы, конечно, взять еще и перчатку чистого урона и просто убрать демонов. Ну, ведьмаков, и поставить себе так 6 троллей. Но я уже себе взял уровень. Поэтому буду уже до талого идти. Как запланировал. Яйцо я оставляю, если что, на Омника. Омник не пригодится. Он дебафы скинет, он сделает так, что мои герои будут дольше жить. Хотя... Ой, ёп. Так, надо как-то... Там драконий рог и призма. В Думе. Сейчас по-любому аж будет лететь в моего Дума. Ой, в моего Свена. Оговорочка по Фрейду. Ой, хорошо, успел закастить. Все. После ульты можете кастовать него 50 Думов. Я все равно не регенюсь. Не, ну хорошие такие плевуки дают. Приятно. Приятно на это смотреть. Если не найдут орля, то все-таки... Короче, я перебываюсь на ходу, ребят. Если сейчас не найдут орля, то надо искать волшебников. 2 демонов желательно. Так, я, кстати, расстановку сейчас делаю под его Дума. У меня антимаг сразу начнет выжигать у него ману, ему драконий рог не поможет в касте. Пока он там будет что-то на месте пытаться там кастовать, это мордой туда-сюда. Я в это время выжгу ему ману. И потом я его чпокну. Просто сделаю ему такой. Но на самом деле меня раздражает то, что чел на первом месте, он играет через магов, и по итогу он будет играть через инсектоидов. Это такой бред. Но он их собирает потихоньку, уже скоро выставлять будет. ХПшки у него есть, деньги у него есть. Ну, инсектоиды должны страдать. Они будут страдать. Я сделаю все для того, чтобы они страдали. А, кстати, еще Свен очень боится возвратки. То есть Никс, вот этот, он может шотнуть Свена. Но если у вас Свен не плотный, вот у меня он плотный, и он, в принципе, не может, не шотнет. Но имейте в виду, ребят, то, что Свен боится возвратки. Он боится щита 5-го тира. Он боится Никса, который может ему вернуть урон. То есть, вы поняли. Но Свен еще очень сильно боится это контроль. Контроль он прям боится. Не передать словами, насколько сильно. Замедление скорости атаки, он вообще страшится невменяемо. О, Чен в 3 звезды. Хорош. С драконьим рогом. Но он, кстати, расстановку не меняет, и хорошо. Сейчас я к нему приду. Антимагом я его... Давай. Оп, не успел закатить. Ай, беда, беда, беда. Какая беда, как грустно, печально. Давай, души, хорош. Ну это еще, прикиньте, у меня 6 троллей не стоит. Сейчас у меня будет 6 троллей стоять, мы с вами пообщаемся. У меня тогда Свен, антимаг будет разгоняться настолько сильно. Ладно, я, короче, берсерка апну. Просто сделаю себе хоть какое-либо усиление. Чтобы побольше их сносить. Потому что чем дольше они живут, тем хуже для меня.
Ну, чел, кстати, до сих пор еще в инсеков не перестроился. Хорошо. У него, правда, хп мало. Чего он ждет, не знаю. А, он все деньги срулил. Будет классно, если Свена в 3 звезды соберу. Вот на самом деле через Свена играть реально тяжело. Ему слишком много надо. Но зато как приятно иногда его реализовать. Вот как сейчас у меня типа получается. Зевс. Камень Киры, мать насекомая. Ого. Ну что ж, ждем. Ждем инсеков. Я уверен, что он сейчас в инсеках перестроится. У него есть все. Она сейчас 40 раунд. Это хорошо. Это хорошо. О. Пошел перестраиваться. Ты глянь на него. Чел на первом месте, который играет на интеках, вообще странный какой-то тоже. Ну ладно. Что мне с 5-го тира надо? Ну, в принципе, либо молнии, либо перчатка, либо криты. Если падает перчатка, то, в принципе, я уберу ведьмаков, оставлю только антимагом. И мне места будет хватать на все, что я хочу. Ну, посмотрим. Криты вообще отлично смотрелись. А у меня критовал бы он, дай боже, каждому. Урона у него слишком много. А, кстати, по поводу увеличенного урона за счет демонов. Ни в какую статистику это не пишется, но урон увеличивается именно чистый. То есть он бьет немножко больше за каждого демона. Кстати, мифриловый доспех упал. Приятно. Не, косу не буду брать. Я, наверное, возьму деньги. Да, возьму деньги. Два антимага в 2 звезды, наконец-то. На самом деле, 41 раунд, то у меня антимаг в 2 звезды. 2 антимага в 2 звезды. Бред. Тяжело идет, очень тяжело. Не знаю, я так не хочу омника убирать. Так, блин, не тот предмет я тебе отдал. Хотя... Ладно, переделаю этот предмет, он мне не нужен. Криты. Берем криты, криты. И палочку. Палочка мне не нужна. Так, блин, не успел. Ладно, сейчас на следующем раунде. Бэм! 7600, 7200, 7700. Вот это его, конечно, сожрал. Хорошо. Хорошечно. Или омника убрать. Но я, если честно, пока что омника не хочу. Хотя, может, убрать омника. Уберу. Уберу пока что. Пока что уберу. Посмотрим, как оно дальше будет. Так, что у тебя тут? Непонятно. А у тебя что? У тебя завеса. Ты уже агромедный. Это тот чел, у которого камень Киры, мать насекомые. Просто 2 говноеда. Ну как их еще назвать? Это просто 2 говноеда. Но вы будете страдать, я вам отвечаю. Давай, Свен, давай, разгоняйся. Давай! Молодец. Но! Хорош. Минус 24. Страдай. Ты будешь страдать. Антимага в 3 звезды соберу, и там будет второй чел страдать. Так. Я, кстати, уберу. Уберу. Омника все-таки поставлю. Омник мне нравится. Если Омник еще и в 2 звезды будет, то вообще будет кайф. Пофиг на демонов. Аганим. Берем. Аганим, кстати, даст нормально так урона. Но где антимаг? Интересно, а мне Омник вообще придет в 2 звезды? Блин, вот с этой завесой, конечно, он так время тянуть сейчас будет.
Надо было подождать, все-таки не ролиться так жестко. Ладно, раз уже начал, то надо ролиться. Да, лучше бы я ящик азарта взял. Там бы у меня шансов было бы больше найти Омника. Беда. Зевсов поставил. У него ж... У него ж инвокер есть. Почему он инвокеров не ставит? Странный. Паутинка висит на Свене, поэтому он, если что, не может прыгнуть. 240% вместо 160. Ну, сейчас посмотрим. У меня было там 1700 урона. Сейчас посмотрим, как без аганима будет. 100 тысяч, кстати, набил он у меня. Где антимаг? Где Омник? Чё за подлива? Да. Давай, иди-ка сюда. Блин, ману так долго регенит, конечно, неприятно. Ну, без оруж. Нахрен не нужен, но пусть будет. Арчит. Я думаю, арчит взять, потому что все остальные предметы они мне вообще не нужны. Арчит, ну, он даст скорость атаки, двойной урон по одной цели. Я думаю, да. Надо арчит брать. Ну, плюс скорость атаки, она никогда лишним не будет. Правильно? А без руш. Ну, антимага полетит, пусть будет. Или не, берсерка пойдет. Блин, мне одного антимага не хватает, чтобы его в 3 звезды собрать. И где мой Омник? Где он? Так, кого-то там засунул. А, никого, завесишь, точняк. Он чё? А. Ну дай антимага, ну пожалуйста, на один раунд, прошу тебя. И Омника дай. Жесть, мне идет все, но то, что не надо. Башер. О. А это проблема. Это большая проблема. Посмотрим, конечно, как у меня будет сейчас они справляться. Но если моего Свена, не дай бог, забашит, это будет печально. Баш не прилетел, кстати. Минеров он решил сделать. Интересно, почему Баш-то не прилетел? Кто-то первее добежал? Я чуть не обратил внимания. Какой ты жлоб, а не игра. Хорошие у него, кстати, предметы. Очень хорошие под импреску. Играя через инсеков, но при этом он делает еще и керри импреску. Хорош, хорош. Как же мне плевать на его Омника? Он не понимает этого? Гребаная завеса. Так, давай, последний раунд. Ты должен вылететь, дорогой. Не знаю, наверное, все-таки мне стоило зарандомить какой-либо предмет вместо аганима. А насколько закон подлости? Смотрите просто. Где мой Омник?
Где мой антимаг? О, кстати, инвокера будет делать сейчас. Это интересно. Ну, посмотрим. Меня на самом деле так эта импресска смущает, но я надеюсь, что он в башере у меня не будет стоять, потому что башер на самом деле это жестко законтрит этого Свена. Сильный предмет против Свена. Так, 3 инвокера, здорово. 3 инвокера пока. У меня Свен с плэшем только что убил, если что, импрессок. Все, пока. Наказан. Наказанные эти инсеки. Фу! Красота. Я, кстати, слетел, если что, с ферзя, чисто благодаря... Ну, чисто искал пандочку. Я столько игр слил с этой пандочкой. Чтобы найти этого генерала, но не пришел. Блин, на самом деле, типа... Ну, приятно собрался Свенчик. Но тяжело, видите, насколько тяжело им играть все равно. Да, там игру потянул тип через завесу, но все равно довольно-таки тяжело на нем играть. Очень сложно реализовывать. Слабый Свен. Не знаю, его надо 100% бафать. Ему надо вернуть нормальную скорость атаки. Ну, что это такое? 1.6 базовая скорость атаки. Ну, это жесть. Да, он силен. Ну, ребят. Обидно, что такого вот героя мощного они убили. Ладно. По сути, мне рассказать-то больше ничего. Вы все сами увидели. Что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто вдруг на меня не подписан. Подписываемся также на мой телеграм-канал. Ну, соответственно, все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.